Уважаемые гости, уважаемые коллеги, доброе утро. Мы вас пригласили сегодня принять участие в круглом столе, посвященном российско-иранским отношениям в свете подвижек, которые имеют место в настоящее время, в том числе и в наших отношениях с Ираном, в свете принятия подписания нашим президентом указа по поводу резолюции Совета Безопасности по санкциям против Ирана. И хотелось бы, чтобы наши гости высказали свое мнение по поводу ситуации в российско-иранских отношениях, пробуют прогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана, вокруг отношения Ирана с странами мира в свете последних подвижек, прежде всего связанных с санкциями, которые к нему пытаются применить. Насколько мое личное мнение, что применение санкций, и это опыт показал Ирака, да и другой опыт, и Судана, что, в общем-то, это не очень перспективная мера, поскольку на самом деле применение этих санкций, оно зачастую приводит в значительной степени к ухудшению положения населения страны. Потому что санкции применяют к стране, а страдают, как правило, в общем-то, простой народ. Безусловно, поводом для нашей пресс-конференции является указ президента, который был подписан в среду, который, так сказать, приводит политику Российской Федерации в соответствие с 4-й резолюцией Совета Безопасности, который регулирует взаимоотношения мирового сообщества по отношению к Ирану. Мы к этому шли очень долго. На протяжении 2 лет Россия плавно шла к этому, я бы сказал, очень достаточно эпохальному событию, поскольку указ президента подытоживает некую конкретную линию поведения России в отношении Ирана. Это логическое завершение той новой линии, которую проводит администрация президента Медведева. Это курс на модернизацию российского общества, который имеет определенные издержки в этом смысле, а эти издержки связаны с более глубокими такими отношениями со странами Запада, в первую очередь Соединенными Штатами. Это одна причина. Вторая причина – это решение определенных вопросов и проблем, связанных с национальными интересами России. И в области решения этих вопросов как раз очень удачно вписывается потенциал возможностей, двухсторонних возможностей России и Ирана. Российская внешняя политика на протяжении последних 2 лет плавно трансформировалась с очень активной дружественной политики по отношению к Ирану к ревизионистской по отношению к этой стране. Более того, я бы сказал, что на протяжении последнего года из уст кремлевских чиновников и высших руководителей России гораздо чаще прозвучали негативные, критические нотки в адрес Исламской Республики Иран, в адрес ядерной программы Ирана. И завершением всего этого как раз явился этот указ. Этот указ подводит черту под весь комплекс подходов Российской Федерации, связанные с Исламской Республикой Иран. Так что мы имеем? В мировой и современной политике не было такого подхода. По сути и по содержанию этот указ абсолютно беспрецедентен. Многие воспринимают этот указ как публичной пощечиной, унижением, оскорблением очень крупного геополитического игрока, которым является Исламская Республика Иран. Я, наоборот, считаю, что решение нашего руководства
отказаться от поставок ракет является чрезвычайно позитивным, разумным и мудрым. Сейчас я попытаюсь это объяснить. Да, и кроме того, никакого смертельного ущерба нашим отношениям с Ираном это не наносит. Отношения будут вполне нормальные. Пошумят и успокоятся. Я прежде всего хочу сказать, что, во-первых, я не уверен в том, что Иран действительно хочет создать атомную бомбу. И еще меньше я уверен в том, что они хотят разбомбить Израиль. Я в это не верю. По целому ряду причин нет времени сейчас об этом говорить, но я хочу сказать, что я почти что убежден, что это политическая борьба и политическая игра, что Иран в крайнем случае хочет достичь то, что я называю состояние 5-минутной готовности, то есть подойти к такому уровню обогащения урана, который, в принципе, мог бы позволить создать бомбу. Но не более того. И тут остановиться. Но тут возникает такой вопрос. Хорошо. Говорите об этом, сидя в Москве, в Париже или в Нью-Йорке. А если вы живете в Иерусалиме или Хайфе, и вы знаете, что рядом с вами находится большое государство, которое вполне возможно идет к созданию бомбы. Государство, руководители которого не раз и не два говорили о том, что Израиль будет стерт с карты мира. Вот можете вы жить спокойно в таком состоянии или нет? Я думаю, что нет. И то, что говорит здесь, скажем, профессор Мирский, израильтянам наплевать на то, что я говорю. И они, если услышали меня сейчас, они бы спросили: господин Мирский, а где гарантии того, что действительно, вот как вы говорите, как вы уверены, это просто-напросто политическая игра, что эта бомба, что эта программа имеет политический характер? Где уверенность может быть у нас, у израильтян, что рано или поздно, если будет создана такая ситуация, при которой вот один шаг, 5 минут и бомба у нас? Где гарантия, мало ли кто придет к власти и что будет? Где гарантия? А Израиль, его называют one bomb country, страна одной бомбы. Одной бомбы достаточно. Понимаете, часто говорят, нельзя допустить, чтобы Иран стал ядерной державой. А почему, собственно, нельзя? Индия ядерная держава, Пакистан, ничего, никакого скандала нет. На самом деле ничего страшного не будет, если Иран будет ядерной державой. Правда, можно будет тогда сказать, что договор о нераспространении уже потерял всякое значение. И кроме того, начнется гонка атомных вооружений на Ближнем Востоке. Если Иран справедливо говорит, а чем, собственно, мы хуже Пакистана, а Египет, Турция, Алжир, Саудовская Аравия скажут, а чем мы хуже Ирана и так далее. Вы понимаете, что начнется. И все-таки это не смертельно. Для мира это не смертельно. Это смертельно для одной единственной страны, для Израиля. Для Израиля это проблема экзистенциальная, проблема жизни и смерти. И вот под давлением таким населения израильское правительство, Нетаньяху или кого угодно, я думаю, вполне способно пойти на шаг, который оно само считает, в общем-то, очень опасным и бесполезным. Потому что все, начиная с американского министра обороны и кончая специалистами, в том числе и в Израиле, говорят одно и то же, что если даже бы Израилю удалось уничтожить все атомные объекты Ирана, это не закончило бы всю историю. Через несколько лет, собравшись силами, Иран с удвоенной энергией взялся бы за это. И уж тогда он точно бы создал бомбу. А уж говорить о том, какова будет реакция Ирана на это, не приходится. Международные последствия. Так вот, ясно, что хуже варианта быть не может. Хуже варианта быть не может, чем израильский удар по Ирану, который повлек за собой колоссальные изменения в мировой геополитической ситуации, включая и нефть, включая ответные меры в целом ряде стран, включая полный провал американской политики в Ираке, потому что все шииты бы тогда повернулись против американцев, и Афганистан, и так далее. То есть для Обамы хуже этого трудно даже себе что-либо представить. Именно поэтому американская администрация
так настойчиво и усиленно вместе с западноевропейскими партнерами старается при помощи санкций повлиять на умонастроение иранского руководства. Именно поэтому, чтобы предотвратить удар Израиля. Вот что надо понимать. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы напомнить собравшимся, если кто забыл, мы находимся в России. И я не знаю, как кто, а я, например, являюсь гражданином Российской Федерации. С этой точки зрения интересы государства Израиль, равно как и интересы государства Иран, являются примерно равнозначными и принципиального значения не имеют. И вот что там думают граждане Израиля, в каком психозе они находятся, и что там думают руководство Ирана, это их личные трудности, их личные проблемы. В России есть определенные обязательства, определенные правила игры. И я бы не хотел все-таки путать президента Медведева, при всем уважении к нему, с Российской Федерацией в целом. Значит, с формальной юридической точки зрения все очень правильно. Пункт 36 резолюции ООН предусматривает 90 дней, которые даны Ирану на исправление недостатков. Еще 2 недели товарищ Медведев подождал и подписал этот указ. То есть юридически все вроде бы красиво, за одним маленьким исключением. Дело в том, что Россия не является чем-то посторонним для Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН не является каким-то органом, не имеющим к России никакого отношения и осуществляющим внешний диктат по отношению к России. Россия член Совета Безопасности ООН с правом вето. И если Совет Безопасности ООН принимает какие-то решения, которые не то что неприемлемы, а просто невыгодны для России, Россия имеет все возможности это решение заблокировать. Вот. Мы сегодня находимся в состоянии, когда очень много вещей вызывают ощущение подготовки к войне. Причем не Израиля, а в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Я напомню, что помимо резолюции Совета Безопасности ООН были санкции, которые формально являются национальными и со стороны Соединенных Штатов Америки, и со стороны Европейского Союза. Маленький нюанс. В силу масштабов этих двух стран и масштабов бизнеса, их национальные санкции де-факто являются международными. Потому что если вы нарушаете американские санкции, то вы лишаетесь возможности сотрудничать с Америкой, и вы лишаетесь возможности безопасно сотрудничать с ее контрагентами. То есть огромный кусок мировой экономики для вас оказывается просто-напросто закрытым. То же самое с Евросоюзом. То есть вы можете работать с Китаем сколько хотите, и с некоторыми странами Азии, некоторыми странами Африки, некоторыми странами Латинской Америки. Но огромный кусок мира для вас оказывается закрытым. Поэтому то, что эти санкции формально являются национальными, не должно, так сказать, быть поводом для того, чтобы преуменьшать их значение. Так вот, то есть мы, к сожалению, демонстрируем этим указом нелояльность своим собственным обязательствам. Не нелояльность тому или иному государству, нелояльность своим обязательствам. Наши официальные пропагандисты очень любят сетовать на стратегическое одиночество, в котором оказалась Россия в результате ее политики в 90-е 2000-е годы. Но это одиночество вполне закономерно, потому что, ну, скажем так, когда вы предаете тех, кто с вами сотрудничает, неважно, симпатичны или не симпатичны, это ваши партнеры. Вы имеете перед ними некоторые обязательства. Если в какой-то момент вы встаете и говорите, кому я хозяин своему слову, захочу даю, захочу беру, вы показываете, что вы не являетесь, выражаясь языком современной кремлевской администрации, договороспособным партнером. Такие люди находятся в одиночестве.